Та-дам! Привет! Вот и я, снова мы с вами встретились. Как и обещала, хочу рассказать, как я все-таки купила пианино. Я оставила с собой здесь дракошу. Вообще, этот дракоша у меня, это не мой, это мамин. Мама, как такая клевая бабушка, она каждый год покупает в год кого-то, да, копилку, копит там денежки, мелочь складывает и потом дарит моей племяннице, своей внучке. Вот такие у нее интересные подарки. Как бы и копилочка, и, как денежки тоже. И поэтому, как бы, такой интересный подарочек получается. Поэтому я его поставила здесь не просто так. Я его поставила здесь как символ того, что так как это копилка, да, с денежками, символ того, что все желания исполняются, да, мой хороший. На все хотелки можно накопить. Итак, расскажу, как я все-таки его купила, так как превью у меня было, да, уже в прошлом видео, можете посмотреть по ссылочке. Мне хочется поделиться, действительно, по чесноку, конкретно рассказать, как все это происходило, и поделиться. Поделиться тем, что я все-таки исполнила свою мечту. Я считаю, это супер круто, когда, знаете, вот ставишь цель, идешь к ней, и получается. Я очень давно хотела пианино. Кстати, начну в таком случае сначала. Самое начало здесь нужно сказать о том, что я имею музыкальное образование. Я закончила школу музыкальную. И, соответственно, по клавишам, да, я на фортепиано умею играть. У меня всегда дома было обычное вот это деревянное здоровое пианино. Потом, спустя 100 тысяч миллион лет назад, когда я уже переехала, и в другой город, и вообще у меня уже была взрослая совсем другая жизнь, да, я все равно мечтала, любила, хотела, чтобы у меня дома было пианино. Я спустя какое-то время взяла и привезла даже в съемную квартиру пианино, тоже большое, вот это громоздкое, такое российское, да, по-моему, самовывозом не продавалась, даже отдавалась самовывозом, я его забрала. О чем ни на секунду не жалею, я считаю, что это, круто, и нужно, хочешь, да, мечта должна быть, и нужно делать все то, что тебе доставляют удовольствие в этой жизни. Жизнь так коротка, что, знаете, кайфануть от того, что хотя бы у тебя есть та вещь, которую ты любишь, на которую ты там, я не знаю, 100 тысяч миллион копила, в общем, которую ты хотел, она у тебя есть, это супер классно. И прошло время, потом я уехала в Санкт-Петербург, и, в Санкт-Петербурге там было не до пианино, там потом всякие ипотеки пошли, потом ребеночек, и немножко все вот это, как всегда, отодвинулось далековато, но так как я приехала вот к маме, я опять задалась этой же целью, и мама меня вообще самый классный в мире человек, мировой вообще тетка, как классная. Она меня поддержала, она сказала: первое, что ты берешь, это будет пианино. И я начала искать. Вообще, если честно, с чесноком, я искать начала еще до родов, пока ходила беременная, мне очень сильно хотелось. Знаете, там гормоны, видимо, плясали. И я еще тогда думала, что я куплю себе пианино. Я ходила, весь Санкт-Петербург обошла. Смотрите предыдущие 2 видео. Ничего, я там адекватного не нашла. К сожалению, все совпало так, что не было адекватных, нормальных поставок. Продавали все, что осталось, вот вообще все. А я пока вот в своем мозгу, там, в своей голове придумала, что почему бы не купить пианино? И пока я до этого дошла, что мне нужно его купить, произошло то, что уже в магазинах не было вообще ничего. Там
вообще там продавалось уже вот просто, я не знаю, там по сусекам поскребли, вот там вообще ничего не было, там какая-то фигня продавалась. И таким образом я осталась без пианино опять. Я расстроилась, блин, сколько было попыток найти, сколько было попыток что-то, ну, информацию какую-то найти, что-то там поискать, почитать. 100 тысяч лет я не видела, какие пианино. Я первый раз узнала, что есть электронные пианино. Чем они отличаются от обычных, что в них хорошего, я тоже не знала. Я узнавала, значит. На самом деле, это классная вещь, пианино электронное. Оно лучше, чем обычное. Его не нужно настраивать никогда в жизни. Просто вообще забудьте про настройки. Вот эти вот каждый раз в полгода в среднем настраиваем, потому что у нас то там зависит от влажности, то зависит от сухости, то еще от какой-то фигни зависит там. То есть вот с этим пианино вообще таких заморочек нет. С любым электронным пианином таких заморочек нет. Чем еще хорошо? Оно все равно мобильное. Как бы ни было, как бы тяжело оно там 16-20 килограмм не весило, его все же легче, чем то 200 килограмм тащить. Я точно знаю, я думаю, все меня поймут, пианисты, у кого дома стояла вот эта вот грабина здоровенная. Они точно меня поймут, когда дома вот это. Конкретно к этой модели есть еще стойка и набор педалей. Я картиночку приложу. Но так как я живу сейчас у мамы, и мы потом, соответственно, будем переезжать, я посчитала нужным, что мне не нужно распаковывать до конца все. Мне достаточно вот моих клавиш, то есть все ноги, все это мне сейчас, на сегодняшний день, не нужно. И я не стала это все распечатывать. Оно у меня так в коробочках и лежит. Мы просто все это соберем. И все это отправим в Санкт-Петербург, и там я уже спокойно, нормально разберу, соберу, может быть, даже позову специалистов, может быть, в принципе, сама разберусь. Ну, как бы там по ходу разберемся, там уже песня будет другая. Так вот, обошла я уйму магазинов. Что я могу сказать? Я могу, честно, вы мне должны заплатить. Честно сказать, свой отзыв о магазине, в котором я это купила. Этот магазин называется Мусторг. Блин, ему 100-500 миллионов лет. Я не знаю, наверное, все музыканты от мала до велика знают этот магазин. Все прекрасно, наверное, там, если покупали, то знают, что там такое и как. Но вот именно там мне подобрали мой инструмент. И я хочу сказать, что я хочу отметить Мусторг именно в Иркутске, потому что здесь работают действительно офигенные специалисты. Реально, я не знаю, специалисты своего дела. Люди, которые могут не просто впарить то, что им нужно сегодня продать, а конкретно нормальные, клевые ребята, просто мировые, которые будут стараться подбирать вам то, что вам нужно. И когда ты приходишь и говоришь, у меня есть деньги, пожалуйста, вот в пределах моей суммы, вы выберите, реально вот в пределах моей суммы можно было выбрать вообще вот четко. Но в Санкт-Петербурге мне пытались впарить всякую херню. Чем вот тупее, тем лучше. Я чего там только не насмотрелась. Всякие там странные вот фирмы, которые я даже не знаю. Опять же, отсылаю вас к своим видео до. Здесь я просто пришла и говорю, короче, ребята, я уже вот устала реально. Мне нужно вот нормально, хорошее качество. Они говорят, без проблем. Я говорю, мне вот, я уже насмотрелась, мне кажется, вот так и так. Они сделали, блин, все, что в их силах. Они постарались сделать так, чтобы мне заказ пришел 2 пианино, а не одно, да, потому что на одного человека заказывается одно. Они, блин, все сделали для того, чтобы я имела возможность не просто получить пианино, да, которое я захотела или которое мне кажется более или менее нормально. Они мне помогали выбирать. Они мне помогли вот заказать несколько, 2 на тот момент, которые я уже выбрала из нескольких, заказать все-таки 2 и выбрать. Они вообще молча, четко, грамотно распаковали оба,
показали оба, мы поиграли на том, поиграли на этом. Вообще восхитительные продавцы, просто ребятам отдельный респект, уважуха. Я не знаю, вот как можно, ну, как бы сказать огромное спасибо, да, вот реально людям, которые четко, конкретно, адекватно делают свою работу. Вот просто вот ягодки. Отдельное сердечко продавцам магазина Мусторг, город Иркутск. Как дела? Все, пошла забирать. Красота у меня там уже почти готова. Всю жизнь буду вспоминать. Где эти клавишки прекрасные. Мне кажется, здесь красивее звучит. Он более густой. Да. Я тоже уже все забыла. Ну, знаете, потом руки вспомнят. Я уверена. Распаковочка. Здравствуйте. Раз. Ту-ду! Клавишки наши пришли. Ну что, пока он стоит здесь. Сейчас мы его включим. Так вот. Помогли выбрать, распаковали, все мне сделали, все включили. Один раз у нас не включился другой экземплярчик. Подумали, что это брак. Его там запаковали, сказали, приходите в другой-то день, мы вам позвоним. Позвонили, я пришла, там оказалось, что просто не включены динамики, все отлично. И мы стояли, выбирали с пацанами долго. Я часа 3, наверное, там провела в этом магазине. Но мы все-таки выбрали то, что, ну, я посчитала, вот это будет для меня адекват. То есть я понимаю, что можно как бы с ценами выходить в небеса. Я поняла, что там какие-то супер, но я считаю, что нужно помогать людям покупать то, что вот по их возможностям, по их требованиям, и вот лучший вариант выбирать из того, что человек может себе позволить, и как и по качеству, чтобы все было хорошо, не только по цене, да, а не как вот в Санкт-Петербурге мне там впаривали, лишь бы что, давай, забирай. Мы там с одним аж так поговорили, чуть ли там, я не знаю, чуть не поругались вообще, потому что он мне начинал, я говорю, я сначала выбирала вот как раз из Роланда и Ямахи. Я выбирала Роланд, на тот момент было 4 модели из тех, которых, ну вот я выбирала, да, то есть была FPF, там, в общем, Роланд 30, Роланд 60, Роланд
10, 30, 60 и 90. Вот так цифры шли. То есть от самой там простенькой модели, да, получше. Вот эту 90 было, ну, как бы на тот момент финансово мне тяжеловато вообще, ну, вытянуть. Я, ну, как бы на 60-й останавливалась, говорю, мне вот 60. Он говорит, ну, бери десятку. Я говорю, нафига мне десятка, если более или менее от лучшей, да, это 60, там 90 немножко не по моим финансам, 60 меня устроит. Нафига ты мне вообще, ну, хотя бы 30-ку бы предлагал? Он говорит, десяток бери. Я говорю, да не надо мне такой. И то есть вот у нас так не заладилось. В другом магазине вообще там девочка какую-то вообще ахинею мне несла непонятную. Я думаю, ой, тут вообще не понять, что. Еще меня раздражает, что вот человек пришел, он не вдуплешь вообще. Вот я пришла, я даже не знала, что, какие электронные пианино, это вообще кто, с чем его едят. Я ничего не знаю, ничего не понимаю. Можете мне объяснить? И никто нормально не писает. Ну, вот выбирайте, но вы же себе выбираете, вы сами выбираете. Факт, я выбираю сама, я выбираю себе, я не спорю, но вы можете мне помочь хоть чем-нибудь? Вот на ваш взгляд, говорю, какой? Вот этот медали. Ой, все, понятно, все. Или там вот этот десяток забирайте четкий. Ну, чем он четкий, если я уже обзоры на 90 посмотрела, и 90, блин, с десяткой, это вообще, я не знаю, там, валенок и кроссовок Nike. Чё, блин, ты вообще мне несешь? То есть очень было сложно, вот именно как-то к какому-то адеквату вообще прийти. Но мы пришли. И таким образом я все-таки купила себе этого красавчика. У меня Yamaha. Выведу вам название, потому что... И что могу сказать? Здесь он пока у меня стоит вот так, и тут даже еще клееночек такой прикрывается, чтобы не пылилось. Хорошо еще не ковриком. Но я этой моделью довольна. И мы даже с моим пупсиком уже нет-нет, да начинаем на ней что-то изучать. Малыш просто циркает его тут, а я потихонечку начинаю учить, насколько мне, мамочки в декрете, одной выбирать время, ну, как бы сложновато, но я все же выбираю по чуть-чуть, и я что-то изучаю. Когда у меня будет уже возможность нормально полностью произведение сыграть, я с удовольствием буду играть, с удовольствием буду выкладывать себе на YouTube. Почему бы и нет? Вообще. Да, включай. Аккомпанемент включи. Аккуратно, бухни упадешь. Сейчас я подойду. Ага, непонятно, куда подойду. Да. Аккомпанемент включай. Нет, не отключай клавиши. Аккомпанемент включи. Вот здесь. Ты забыл, что ли? Крис, вот здесь забыл? Нажимаю. Вот, давай, играй. Аккомпанемент включи и играй. Вот. Вот, вот. Вот, вот, молодец. Умничка. Молодец. Нет, не отключай ее. Здесь отключать не надо. Ты ее включи. Включай. Все, играй. Угу, хорошо. Играй. Давай, песенки поем. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Молодец. Ну, аккуратно. Ну, вот такая вот у меня интересная история с моей покупки. Я считаю, что все абсолютно, кто хоть о чем-то мечтает, вы должны верить в то, что это у вас будет. Я вам это обещаю. Вы только поверьте в это и старайтесь идти к своей цели, к назначенной, к намеченной, точно, конкретно, четко обозначенной в своей голове. Просто идите. Откладывайте каждую копеечку, думайте об этом, каждый раз себе говорите, что я не хочу, например, кофе, я хочу вот этих там 200-300 рублей отложить на свою мечту. И это получится.
Я не зря сюда поставила дракошу, чтобы он напоминал вам о том, что, посмотря мое видео, вы могли себе в голове уложить, что все, что мы хотим, у нас будет. Но, конечно, нужно жить посредством, но все же, все, что мы хотим, у нас будет. Нам нужно только постараться и предпринять соответствующие меры, насколько это возможно. Даже мамочке в декрете. Купить то, что давно-давно хотела. Даже за эти финансы все равно, я считаю, у меня классная покупка. Жду в комментариях поздравления или умозаключения, может быть, у вас какие-то мысли есть по этому поводу, может, что-то можете сказать. И что же, спасибо, что послушали меня, посмотрели. Вот так я наконец-то купила себе пианино. Ну что же, до новых встреч, ребят. Скоро следующее видео. Пока-пока.